Привет! Это видео для вас, а тема такая: его мысли и чувства, его действия, его поведение и ваша личная жизнь. Что будет дальше между вами? Я разложу для вас карты Ленорман, и актуально будет для вас именно в тот момент, когда вы нажали «Посмотреть». И вы сами, пожалуйста, загадывайте временные сроки. Здесь без вариантов. Не нужно напрягаться, не нужно выбирать номер, не нужно играть в лотерею. Жизнь все расставит по местам. И вы узнаете, где именно будут слова, нужные вам. И примите, соответственно, решение, потому что карты очень правдивые. Это карты фей, и каждая карта изнутри активирована феей. Начнем раскладывать сейчас. Я вначале буду искать сигнификатор вас, госпожу и господина. Это предиагностика. Это делается традиционно в классическом варианте. То есть карта перед вами и после вас, перед ним и после него покажет именно состояние вас на момент и что особенно тревожит, волнует, как вы будете действовать и как он будет действовать. У него с одной стороны гора, но это сзади, а спереди у него дерево. Это очень хорошо для родственных связей, для того, чтобы жить вместе, для тесных отношений. У вас карта сердца перед вами. Это очень важно, потому что сердце – карта любви, а сзади вас карта змея. Видите, и у него, и у вас карты препятствий сзади, так что все препятствия позади. А сейчас мы сделаем раскладик. Это расклад «Вокзал для двоих» или на отношения, чтобы просмотреть вашу ситуацию. Я уже сейчас вижу, что впереди у вас хорошие карты. Ну что ж, будем делать расклад. Что карты скажут, что покажут? Угу. Это карта номер 20, карта «Сад». Она говорит о том, что сейчас он будет принимать важные решения. А с вашей стороны карта «Кольцо». Видите, это прекрасно. То есть между вами кольцо, даже я бы сказала. Еще карта «Якорь». Эти три карты самые ключевые, самые основные. Они ответят на три вопроса очень легко и просто. Его мысли, чувства и действия. Если так их рассматривать, получается, что его мысли о вас гармоничная, карта гармонии, номер 20, сад. И, кстати, он тоже заботится о вас, потому что пика – это заботиться. Его чувство к вам, это кольцо, это обязательство, это желание дать вам кольцо одно и на всю жизнь. Но и тоже я посмотрела дно колоды. Иногда, когда предсказатель не замечает дна колоды, я не обращаю внимания. Но иногда, если я заметила дно колоды, нужно сказать, здесь лиса. Лиса 14 карта, это карта активности. 14 номер означает 5, 4 плюс 1, 5. Активно будут развиваться события, быстро, активно, ярко. И интересно, вам будет интересно с друг другом. Вы пойдете своей интересной дорогой вместе. Хорошая карта. Вы знаете, когда я предсказываю, руки не мои, вся я просто полностью посвящаю себя раскладу для вас. Поэтому, когда я вижу дно колоды, я обращаю внимание. Если я не вижу дна колоды, вот мой взгляд не привлек, значит, так не нужно было. А в этом случае лиса означает, что он найдет к вам путь, и вы найдете к нему путь. Это карта изобретательности, находчивости. Это карта возможностей, приключений каких-то жизненных. Очень хорошая активная карта. Вот она здесь и воронка моя, и дождь идет. Вы можете слышать капельки дождя. Атмосфера располагает к тому, чтобы поговорить по душам, разложить карты и узнать будущее. Кстати, раскладик будет короткий, такой экспресс. У меня есть длинные, короткие расклады. Просто чтобы просмотреть его чувства, мысли и планы на момент просмотра. Девочки, кольцо говорит о том, что у него чувства к вам самые яркие, самые светлые. Он хочет дать вам это кольцо обручальное раз и навсегда. Если вы еще не в паре, если вы уже женаты и вы не знаете, что будет дальше между вами, может, вы еще до сих пор не научились жить с друг другом, или же какой-то есть конфликт. Бывает же в парах у всех конфликт. Либо же бывает так, что не просто конфликт, а какие-то препятствия. И я здесь вижу препятствия. С его стороны там гора, а с вашей стороны змея. Я об этом поговорю через минуту. То есть, если вы живете с ним вместе, карта кольцо говорит о том, что он решил быть с вами.
несмотря ни на что, если там какое-то препятствие есть, например, треугольник, четырехугольник, он выбирает вас. Да, вас кто смотрит, потому что карта кольцо, она о том, что он выбирает вас. Он дает вам обещания, у него есть обязательства, он не сойдет с этого пути, он решил посвятить свою жизнь вам, потому что кольцо это об этом. Но, знаете, у Ленорман еще нужно учитывать игральные карты и нумерологию. Трефовый туз. Если говорить об игральных картах, трефа это карта семьи и деловая. Вообще семья это деловое предприятие, правильно? В каждой семье свой закон, там вот как целое государство земля, вернее семья. Поэтому я бы сказала, что трефовая масть здесь говорит о том, что он по-деловому относится, по-серьезному. Трефовая масть это, или трефовая, как у вас, где в регионе говорится правильно, да? Это деловое отношение, это серьезное отношение к вам и очень сильно резонирует с картой кольцо. Трефовая масть и кольцо это серьезное намерение мужчины. Вот и все. Кольцо на сердце. Есть такое выражение, оно традиционно религиозное выражение, хотя мои чтения никогда не бывают религиозными, но я иногда привожу пример из каких-то философских книг или религиозных книг, как пример, да, потому что это нам позволяет понять ситуацию лучше. Вот, сделай так, чтобы как печать на сердце было мое кольцо, мое обещание к тебе. Где-то в какой-то песне Соломона такое и есть. Поэтому здесь мы четко прослеживаем, что он окончательно решил в пользу вас, карта кольцо, и он серьезно настроен, туз треф. Число карты кольцо 25. Это сложное число, мы прибавляем двойку к пятерке, получаем 7. А 7 это движение вперед. Это когда есть желание что-то делать, это когда есть желание менять все в лучшую сторону, развивать отношения. 14-я карта лиса, она связана с семеркой тоже. 14 поделить на 2 будет 7, и поэтому карта лиса очень активная. Она здесь тоже резонирует. Так что он активно будет стараться поменять ваши отношения в лучшую сторону. Может познакомить вас с родителями, может у него дети от первого брака, познакомить вас, ввести круг своих друзей в вас, представить своим близким вас, сестре, брату. То есть сделать следующий шаг, чтобы было видно, что вы пара, да? В социальном плане вы пара, потому что карта сад это социальная карта, в социальном плане вы пара, и карта кольцо это вы пара вместе. Еще раз хочу напомнить, что если вы в паре давно, или конфликт есть, или недопонимание какое-то, карта кольцо напоминание о том, когда вы женились, вы дали друг другу обещание, и кольцо-то есть то обещание, ведь это же не только предмет кольцо, да, это тоже символ, что будем стараться любить и друг друга и в радости, и в печали, и так далее. То есть, когда вы и он вспомните об этом обещании, вы помиритесь, обязательно помиритесь. А он вообще к вам родственно настроен, потому что он смотрит на карту дерева. Родственно в том плане, что он серьезно видит вас как своей супругой, видит как своей женой. По-другому он вас не видит. Эта карта, опять же, серьезная. Вообще чтение такое серьезное сегодня, да? Такие карты все мощные очень. Дерево корни пустило, это родовые связи, это родня, это семья. Он очень серьезно к вам настроен и очень хочет провести с вами всю свою жизнь, потому что дерево это карта на всю жизнь, и кольцо это тоже одно кольцо на всю жизнь, да. Так что это очень хорошее предсказание. Плюс подтверждение тому, что я сказала, еще и якорь в его действиях, да, 3 карты его. Мысли, чувства и действия. Мысли это сад, мысли хорошие, гармоничные. Чувство это кольцо, но я только что объяснила. И действие это якорь. Якорь стабильность. Это когда есть платформа, это когда есть фундамент, когда есть уверенность в завтрашнем дне. Якорь это 35, 3 и 5 вместе будет 8. То есть 2 четверки, двойная стабильность, да, якорь всегда двойная стабильность. Если вы знаете, в Ленорман 4-я карта дом, это стабильный дом с фундаментом, а якорь это уже следующая ступень, следующий уровень стабильности.
такая уверенность в себе. Он уверен, что все будет хорошо между вами, кольцо и якорь вместе. Вы смотрите на карту сердца, и это передает ваше состояние на сердечном уровне. А дело в том, что иногда мы не знаем, как мы чувствуем. Мы вроде любим его, и вроде и не очень. Некоторые моменты нам нравятся, а некоторые мы просто раздражают, ненавидим в них, да. И я бы сказала, что, может быть, раздражает что-то вас в нем точно, потому что сзади карта змея. Что раздражает? Может быть, он двойственно разговаривает, может, он любит обсудить других людей, может быть, он приходит домой и говорит очень грубо о своих коллегах, о друзьях, может, он не любит свою семью первую, то есть первая семья – это родители, кто не знает. Может быть, где-то как-то он раздражается. Вот с соседом вроде говорил, улыбался, пришел домой и, как говорят, у нас матюкается, да. Сосед, оказывается, его злит или смешит, или раздражает. Но карта змея – раздвоенный язык. Вам не нравится в нем раздвоенный язык. И это можно, конечно, списать на усталость, на то, что у него плохой характер. Можно списать на то, что он может просто истощен или нервно истощен. Но я хочу сказать, что на нем может быть негатив, может, поэтому он ругается. Это не его слова, это слова вот тех, которые на него напустили порчу. Потому что когда на человеке порча, он часто говорит не своим языком. Кстати, вот кто не знает, это первая проверка, что на человеке есть порча. Когда человек приходит и говорит: окей, я чувствую, на мне порча, я всегда спрашиваю: ты слышишь голоса в голове? Но дело в том, что у нас есть голоса, да, мы разговариваем как бы иногда сами с собой. И, кстати, раньше думали, это шизофрения, а теперь даже ученые говорят, что это нормально иметь субличности с разными, знаете, как спорим друг с другом внутри. Так вот, признак порчи, я вам скажу сразу, это когда вы слышите, вот не своим голосом вы спорите сами с собой, а голосом другого человека. Вот это признак порчи. Первый признак. Понимаете, когда вот вы, например, пришли домой и разговариваете сами с собой, и вместо того, чтобы себе сами отвечать своим голосом, там голос начальника в голове слышите, просто его голос, еще запах, может быть, еще что-то такое, это точно, что он порчу напустил. Так что, знаете, не спешите его судить, если у него раздвоенный язык. Вполне возможно, что на нем порча, потому что змея – это как раз вот карта об этом, да. Если вы его подозреваете в измене или что у него есть другая, кого он выберет, такое все, я вам сразу скажу, 100% он выберет вас. Потому что вы смотрите на сердце, и вы будете довольны, другими словами, да. Да, есть препятствия, сзади него гора, это карта препятствий, и у вас не лучшая карта, да, номер 7, змея. То есть, другими словами, препятствие может быть любое, например, его родители, его работа, ваша работа, финансовые трудности, дети от первого брака у вас или у него, или общие дети тоже. Ведь дети, на самом деле, они, я не хочу сказать, понимаете, из контекста нельзя вынимать слова. Некоторые мои слушатели вынимают слова из контекста, и моего, но это невозможно. Да, я иногда говорю, что дети – это эгоисты, даже иногда паразитически тогда к нам относятся, но это закон природы. Это закон природы, это правильный закон. Но иногда дети нами манипулируют, и это тоже правильный закон природы. Но об этом можно диссертацию писать. А так взять пару моих слов, вынуть из контекста невозможно, да. Я просто вам говорю, что ваши общие дети тоже могут быть препятствием у вас. Потому что там дерево с одной стороны, а с другой стороны гора. В общем, дети могут быть, да, которые мешают, знаете, перетягивают одеяло, как говорят, на себя, подогревают конфликты. И такое всякое запросто может быть, особенно если дети подростки. Либо же, если они взрослые, но еще не определились. А сейчас так часто бывает, потому что кризис, что дети очень долго не стоят на своих ногах, они тоже в панике, они думают, что родители должны помочь. Я вам скажу, что мне иногда пишут: ой, Лена, в наших странах детям обязательно нужно помогать, они никогда на ноги сами не станут. Девочки, нет, это неправда. Чем больше будете помогать, независимо от какой страны живете, а чем больше вы будете помогать детям, независимо в какой вы стране живете.
тем медленнее они будут находить себя, находить свое финансовое благополучие, становиться на свои ноги, становиться финансово независимыми. Да, даже там, где экономически сложная ситуация, детям, взрослым помогать не нужно. Мы, родители, отдаем им лучшие годы своей жизни. И это мы делаем от сердца, от души. А когда дети вырастают, нам Творец дает время для нас, чтобы жить своей жизнью, находить себя. Понимаете, я знаю, что мне напишут. Мне напишут люди, что моя радость в детях, во внуках. Такое тоже бывает, это здорово, предназначение. Но очень часто люди сами себя обманывают. И намного проще сказать, что мое предназначение в детях или внуках, чем найти свой путь. Найти свой путь очень сложно. Это болезненно, это тяжелая работа, но это очень интересная работа. И когда найдете свой путь, вы тогда познаете сладость жизни настоящую, которая не зависит от других людей, а именно она ваша, личная. Понимаете? Если смысл жизни вкладывать в других людей, это неправильно. Партнера или в детей, или в родителях, потому что они престарелые, им нужна помощь. Но это не смысл вашей жизни. Это небольшая часть вашей жизни, а смысл жизни должен быть внутри. Если смысл нашей жизни outside of us, то есть не в нас самих, а во внешней жизни, где-то в другом человеке. Этот человек может уехать, он может забыть нас, он может вообще с нами не общаться. Понимаете? И тогда что? Уйдет навсегда наш смысл жизни. Так что будьте с этим осторожны. Я говорю для вас это, потому что сзади вас змея. А это карта мудрости, мне нужно было это сказать. Мешает вот какое-то препятствие, мне надо было это вам рассказать. Ну и с его стороны гора, поэтому вот так. А теперь на вопрос, очень простой вопрос. Ну да, препятствия есть, а пройдут ли они? Ну, конечно, они уйдут, потому что он смотрит на дерево, а это успех вообще в партнерстве. А вы смотрите на сердце, это успех любви. Так что вам гарантировано, что все препятствия уйдут навсегда. Ну вот лиса, она как-то, знаете, активировала такой яркий такой канал, просто очень мудрый. Лиса, кстати, очень мудрая, очень-очень мудрая. И это тотемное такое животное, оно дает тотемную энергию. Когда открывается канал тотемных животных, вот он такой очень смелый. Может, я сказала много смелого, может, много того, что кого-то покоробит. Я думаю каждый день по-другому, потому что я живой человек. Я думаю так во время расклада, как открывается канал карты. Если бы я свой опыт рассказывала, это не то. Понимаете? Иногда привожу пример, это совсем другое приводить пример. Так что вот так. Поймите, да? Ну вот, давайте я просуммирую в двух словах. Очень много было сказано о препятствиях. Я надеюсь, что вот вы поняли, да. А резюме такое. Его мысли о вас самая лучшая, гармония. Я теперь буду сравнивать две карты. Ту карту, которая перед ним, это дерево, и которая внизу по одной, да. То есть, какие его мысли о вас? Сад и дерево. Сад и дерево, две карты. И они обе говорят о том, что семейные мысли, партнерские. Теперь какие его чувства? Две карты опять идут, потому что та карта, что перед ним, это сигнификатор. Выходит, что дерево плюс сердце. Вернее, не сердце здесь, а кольцо, да? Его чувство – это кольцо. Так что он просто знает что-то на всю жизнь. Его чувства любви на всю жизнь. Они очень глубокие, они энергетически, вот понимаете, крепкие. Он родная душа, потому что дерево вместе с кольцом – это родная душа. И какие его действия, что он будет делать относительно вас? Опять же, якорь мы присоединяем к карте дерева. И это двойная карта стабильности. Он будет стабильно себя вести, спокойно, стабильно, не будет обманывать, его будет легко понять. Он будет все, в общем, выкладывать перед вами очень чистое намерение, да, и он вообще никуда не денется, потому что якорь – это навсегда, тем более, если якорь с деревом. Вам какие советы даются? Во-первых, вы смотрите на сердце, просто любить. У вас в жизни будет долгая любовная дорога, счастливая семья вместе с ним, счастливые отношения, другими словами, да.
И еще карта змея дает, конечно, совет мудрости, совет, вы знаете, змея ведь тоже это повторяющееся движение. Не зря это сексуальная мужская карта, если вы не знаете, да? Потому что змея меняет кожу. Она каждый раз обновляется, и мы не можем в одну воду 2 раза войти. Поэтому отношения между вами и им, они каждый раз новые, каждый раз яркие, каждый раз интересные. На это намекает змея. И в то же время они такие домашние, простые, спокойные по карте дерева. А то, что гора за ним, за спиной, это значит, что препятствия уже уходят. Уходят они в прошлое, и пусть себе там в прошлом остаются. Зачем о них говорить лишний раз? Вот такой раскладик девочки Экспресс для вас сделала. И он ответит на все ваши вопросы. Вы знаете, даже подсознательно. Поэтому я на минуточку оставляю видео без звука в конце, чтобы образы, они понимались с вами без слов. Слова не могут описать образы. Образы намного глубже. В сотни разы они больше понимаются нами на чисто таком, знаете, энергетическом уровне, а все начинается с энергии. Так что пользуйтесь, вот вам на благо, конечно. И, девочки, приходите всегда, когда вам нужна помощь. Всегда можно постучаться в мою дверь, я всегда вам открою, правда? И мы будем с вами продолжать работать вместе, обязательно. И я всегда помогу вам, всегда подскажу, карты подскажут, а я расскажу то, что я вижу в картах. Всем посылаю букет цветов, 1 000 000 алых роз. Здесь с левой стороны, наверное, это я. Надеюсь, что это я. А с правой стороны букет. И я вам посылаю букет, мои воздушные поцелуи, мои виртуальные обнимашки из медвежьей лесной страны, где я живу и для вас работаю с удовольствием огромным. Всегда можете постучаться в мою дверь, нажать на любое мое видео или на название канала, что еще лучше. Попадете ко мне в дом медвежий мой, узнаете все о своем прошлом, настоящем и будущем и побеседуем с вами, когда очень приятно нам раскладывать карты. Если кто не знает, я преподаю Ленорман, у меня очень много курсов. 12 курсов на все случаи. И для профессиональной деятельности, и для исцеления психики, и для эстетического наслаждения. На все случаи. Приобретайте. Что хорошо, я очень щедрый учитель. Я вам даю ссылки на уроки, когда вы оплачиваете. Но ссылка активная. Ссылка никогда не закрывается. И каждый раз, когда я делаю новый урок, я добавляю по ссылке. Так что вы будете приятно удивлены видеть новые уроки, которые будут приходить к вам даром. Вот, поэтому мне учиться очень приятно. Всех вас обожаю, люблю. И буду видеть вас на следующих моих видео и на предыдущих. Пока-пока, друзья!